Дорогие гости моего канала, влюбленные и любимые, а также те, кто стремится к любви и надеется на встречу с этим прекрасным ощущением жизни. Приветствую вас на канале психолога Юрия Томина «Классики любви. Популярная психология любви и брака». В предыдущей лекции мы приступили к исследованию территории отношений любви и рассмотрели условия благополучного перехода границы от влюбленности к любви. Обратили особое внимание на скрытые компоненты любви, уважения и доверия и познакомились с приносящим как радости, так и огорчения эффектом стирания границы между «я» и «ты». В этой 10-й мини-лекции мы продолжим исследование территории отношений любви, сверяясь с имеющейся у нас идеальной моделью любви, и рассмотрим следующие 4 блока вопросов. Цирлих-манирлих, поединок роковой, раздвоение любви, гений любви. Начнем с размышлений над следующим вопросом. Что значит быть естественным или подлинным в отношениях любви? Задаваясь вопросом, что значит быть естественным в отношениях любви, мы на самом деле вопрошаем, что значит быть в любви самим собой. Разделяя мнение близких нам мыслителей, которые в своих рассуждениях о любви приходят к выводу, что любовь исходит из нашего глубинного, подлинного «я», следует отдавать себе отчет в том, что между истинным «я» и его реальным воплощением две большие разницы. Посмотрим, каким испытаниям подвергается любовь в этой зоне напряжения. Для начала обратимся к представлению о множественности личности человека. Поэт Николай Гумилев, разбирая законы стихосложения, отмечал: «Наши слова являются выражением лишь части нас, одного из наших ликов. О своей любви мы можем рассказать любимой женщине, другу, на суде, в пьяной компании, цветам, Богу. Ясно, что каждый раз наш рассказ будет иным, так как мы меняемся в зависимости от обстановки. С этим тесно связано такое же многообразие слушающего, так как мы обращаемся тоже лишь к некоторой его части. Но разнообразие наших ликов зависит не только от обстановки. Оно, как считают психологи, является неотъемлемым свойством современного человека. Одной из форм нашей многоплановости выступает наличие маски, скрывающей настоящую личность. Под маской или персоной Карл Густав Юнг понимал устойчивый образ человека, который формируется под воздействием других людей и в результате внутренней борьбы с самим собой. Психологи Хорхе Букай и Сильвия Салинос в увлекательной книге «Любить с открытыми глазами» утверждают, что любовь и близость возможны лишь тогда, когда мы снимем маску и предстанем перед нашим партнером такими, какие мы есть. Однако, снятие маски, которая необходима, чтобы получить доступ к нашей истинной сущности, сложный и неоднозначный процесс. Дело в том, что с одной стороны наша персона создана тяжким трудом, чтобы справляться с жизненными трудностями. С другой стороны, даже при тщательном отборе и избирательном отказе от тех черт, которые играют против нас и препятствуют настоящему общению, важно не выплеснуть с водой и ребенка. Речь идет о том, что отношениям любви, по-видимому, необходим определенный набор масок, витиеватостей и прочих цирлих-манирлих.
Поскольку жизненными силами любви, согласно законам Стендаля, являются воображение и фантазия, их воплощением неизбежно будет та или иная степень наигранности, манерности, нарочитости отношений с партнером. В этих легких, несолидных формах общения на самом деле осуществляется игровой поиск новых сфер и нюансов совместных жизненных радостей. Не случайно специалисты по оживлению супружеских пар рекомендуют включать в отношения элементы игривости и обходительности. Кроме того, стремление к тому, чтобы предстать перед своим партнером таким, какой ты есть, сопряжено со скрытыми здесь подводными камнями и ловушками. Во-первых, наше истинное «я» легко спутать с естественными побуждениями в их изначальной, грубой природной форме. Во-вторых, подлинное «я» находится на таких внутренних глубинах, где также покоятся и осадки уже побежденных страстей и пороков, которые в периоды душевных бурь могут прорваться наверх и понестись, как вешние воды. Поэтому гораздо более разумно было бы вполне ответственно подойти к созданию и обогащению своего любовного образа возвышенным искусством. Его достойными ингредиентами могли бы быть, например, благородство аристократа, изысканность трубадура, прекраснодушие Дон Кихота. Аристократические приемы можно почерпнуть из писем к сыну графа Честерфильда, который советует сыну посещать женское общество, поскольку пребывание в нем, безусловно, шлифует манеры и придает обходительность. При общении с женщинами, например, нужно уделять много внимания служению грациям, знать, что никакая лесть не может быть для женщин слишком груба или слишком низка, и не забывать о том, что на свете нельзя жить без любезной снисходительности к человеческим слабостям и чужому тщеславию. Следует также, согласно настоятельным рекомендациям графа Честерфильда, научиться обходительности, имея в виду непринужденную вежливость, изящное и приятное общение, поскольку она неотразимо действует на женщин. Тогда, имея в своем распоряжении собственную любовную персону, можно рассчитывать на то, что вам вполне по плечу призыв поэта Эдуарда Асадова. И чтоб любви не таяла звезда, исполнитесь возвышенным искусством, не позволяйте выдыхаться чувствам, не привыкайте к счастью никогда. Поединок роковой. Драматические развязки любви неизбежны, если нарушаются ее внутренние законы. Одним из них выступает необходимость не просто взаимности любви, но и синхронизации палитры, вибраций и накала чувств. Об этом в стихотворении «Предопределение» грустно размышляет Федор Иванович Тютчев. «Любовь, любовь, — гласит предание, — союз души с душой родной, их соединение, сочетание и роковое их слияние и поединок роковой. И чем одно из них нежнее в борьбе неравной двух сердец, тем неизбежней и вернее, любя, страдая, грустно млея, оно изноет наконец». Предположить, что подразумевал поэт под роковым противостоянием сердец, можно, обратившись к обстоятельствам поздней любви Федора Тютчева к молодой и пылко к нему привязанной Елене Денисьевой. По-видимому, в стихотворении идет речь о роковой судьбе любви, когда самоотверженная полнокровная любовь
любить который никому еще не удавалось, не может встретить равного отклика в сердце любимого, который сам прекрасно понимает, что он лишь жалкий чародей перед волшебным миром. К сожалению, нередко высокая пламенная любовь лишь обжигает сердца, которые уже не способны гореть. Разлады любящих сердец, ведущие в конечном счете к трагичному исходу, обнаруживаются и в случае распределенной любви, когда жаждущая любви душа находит удовлетворение всех своих желаний по частям в разных партнерах. В повести Валерия Брюсова «Последние страницы из дневника женщины» героиня сосредотачивает свои нежные чувства на молодом, созданном по ее собственным лекалам любовнике, в то время как с другим любовником она наслаждается его суровой страстностью. При этом оба любовника готовы самыми отчаянными поступками добиться у нее права безраздельно любить ее. Не откажем себе в удовольствии понаблюдать, как искусно она управляется с неистово ревнующими мужчинами. Вот каким образом она легко успокаивает своего нежного друга, получившего письменное подтверждение о существовании другого любовника. Я сказала ему все то, что он втайне ждал от меня. Сказала ему, что письмо вздорная клевета, что я люблю его одного, что до встречи с ним не знала, что такое истинная любовь, что после этой встречи переродилась, нашла в глубине своей души другую себя, что не быть верной ему мне столь же невозможно, как не быть верной самой себе, что это не моя обязанность, а мое желание и так далее без конца. Удивительное хладнокровие и тонкое использование чувствительных пружин человеческой натуры. Не секрет, что если говорить только то, что втайне от вас ожидают, можно восстановить согласие и оживить любовь. К сожалению, такие изящные приемы дают лишь краткое перемирие, за которым следует трагическая развязка любви ополчившихся сердец. Порой роковой поединок двух любящих сердец настолько необъясним и неуправляем, что его участникам он представляется как поселившийся в сердце злой дух. Анна Каренина чувствовала, что рядом с любовью, которая связывала их, установился между ними злой дух какой-то борьбы, которого она не могла изгнать ни из его, ни еще меньше из своего сердца. Только этим, кажется, и можно объяснить целую цепочку нелепых недоговоренностей и смятений. Пониманием, что он не стал бы обманывать меня, и убеждением себя самой в том, что он уже давно не любит меня. Готовностью сказать утешительное слово и необъяснимым молчаливым уходом. Желанием бежать, чтобы объясниться, и сдерживанием себя. Если же не пускаться в рассуждения о злых духах, то следует признать, что любящее сердце крайне ранимо, и, будучи не в состоянии источать всю полноту любви, оно предпочитает сгореть в столь же сильной, неприступной гордыне и угаснуть, нежели поселить в себе хоть на мгновение другое, менее яркое чувство. Отношения любви иногда настолько запутаны и противоречивы, что для их отображения писатели и поэты прибегают к особым литературным приемам. Посмотрим, какие тайны любви мы сможем проникнуть, следуя за Федором Михайловичем Достоевским, который использует героев-двойников, чтобы распутать клубок этого рокового чувства. Раздвоение любви. Сидя один против другого, в вагоне прибывающего в Санкт-Петербург поезда, с интересом разглядывают друг друга, а затем знакомятся и признаются в неизвестно откуда взявшейся взаимной симпатии два молодых человека – Лев Николаевич Мышкин
и Парфен Семенович Рогожин. Им обоим по 26 лет. Один без копейки, другой получил миллион в наследство. Ничего, казалось бы, общего, разве что есть одна особа – Барашкова Настасья Филипповна. Ей исполняется 25 лет в день приезда Мышкина и Рогожина. Знатная барыня и тоже в своем роде княжна, знается с одним исключительно раскапиталистом, членом компаний и обществ, неким Тоцким, который вдвое старше ее. Судьба маленькой сиротки Насти, взятой Тоцким на иждивение, была бы заурядной, если бы не ее природная красота. Тоцкий решает вырастить для себя красотку в уединении, дает ей хорошее воспитание и селит в изящно убранном, тихом домике, где затем проводит летние месяцы спокойно и счастливо, со вкусом и изящно. Девушка Настя привыкла к таким отношениям, несмотря на то, что первоначальное любопытство и удивление быстро превратились в презрение к Тоцкому. И вдруг, узнав, что Тоцкий собирается устраивать свою судьбу по правилам высшего общества, она начинает свою страшную игру, где переплетены месть и жажда разоблачения лицемерия общества благородных господ, но также и поиск ответа на мучащие ее вопросы. Каковы на самом деле сила и цена ее красоты? Зачем дана ей эта красота? Как она сможет использовать ее силу? Все те вопросы, которые задает себе нежившая душа. Сначала Настасья Филипповна Барашкова убедилась в том, что ее исключительная красота действительно имеет высшую пробу. Ее красота оценена одним из самых богатых людей. Она в волю пользуется всем, что могут ей дать деньги, как материальное воплощение ее тайного богатства. Казалось бы, пар выпущен, и она готова устроить свою судьбу по общим правилам, то есть без любви, которая, как она решила для себя, иссохла и вымерла раз навсегда. У нее есть и кандидат на примете – Гаврила Ардалионович Иволгин, очень красивый, стройный блондин, лет около 28. Но тут появляется Рогожин, который влюбляется в Барашкову с первого взгляда, и сразу же, узнав, что ее выставляют на продажу, умыкнув отцовские деньги, бросает к ее ногам бриллиантовые серьги. Барашкова, спасая Рогожина, возвращает серьги его отцу, и только тогда, осознав, на что он пошел ради нее, она, быть может, впервые поняла, что ее красота бесценна, за нее готовы отдать жизнь. План всем сестрам по серьгам под угрозой. За Рогожиным миллион сидит и страсть, опасается генерал Япончин, принимающий живое участие в устройстве частной жизни своего делового партнера и своей старшей дочери. И все же не Рогожин побудил Настасью Филипповну взбунтоваться, а его антипод, князь Мышкин. Поскольку любовь князя к ней безусловна и обращена сквозь внешнюю красоту к ее страдающей душе, она не может не найти отклика, какого-то ответного порыва. Каким же может быть этот ответный шаг? Вот теперь-то и начинаются неразрешимые вопросы, разнообразные варианты и сложные ответвления. Федор Михайлович Достоевский разводит крайности, между которыми обычно мечется человеческая мысль, до такой степени, что они становятся абсолютной принадлежностью разных людей, но один из них является неразрывной тенью, двойником другого. Такой литературный прием позволяет Достоевскому спроецировать спутанные в сложнейший клубок разнообразных чувств отношения двусторонней любви на динамичный треугольник чистых отношений.
Подробный анализ этих дистиллированных чувств представлен в приложении к книге «Атлас любви». Раздвоение любви, изображенное Достоевским в судьбах героев-двойников его романа, наглядно показывает, насколько сложно и внутренне противоречиво устроены отношения любви, какие высокие требования они предъявляют к личности каждого из партнеров. Вместе с тем, и на нижних этажах любви, в области сексуальной близости, также складывается нешуточный клубок противоречий, еще в меньшей степени поддающийся пониманию и осознанному поиску выхода из разнообразных ловушек и тупиков разветвленного лабиринта сексуальности. Но прежде чем перейти к рассмотрению волнительных вопросов сексуальной близости, нанесем визит вежливости гениям любви. Гений любви. В отношениях любви есть еще одна парадоксальная территория, где любовные страсти выходят за все мыслимые представления о возможном и доступном обычному человеку, но в то же самое время вызывающие в глубине души уважение, а порой и тайную зависть. В этом случае впору говорить о гении любви, некой неведомой силе, овладевающей душами влюбленных, волею судеб, оказавшихся в зоне запредельной энергетики любви. В повести Куприна «Гранатовый браслет» поводом для размышлений о такого рода исключительной любви выступает история анонимного ухаживания за княгиней, живущей вполне счастливым браком, разоблачение скрывающегося за инициалами в любовных письмах мелкого служащего и его самоубийство как единственно возможного для него способа оставить свою неуместную любовь. Это самоубийство человека, который любит так, что не сможет разлюбить никогда, заставляет героиню задуматься о том, что мимо нее прошла большая любовь, которая повторяется только один раз в 1000 лет. Ее сомнения являются подтверждением уверенности боевого генерала Аносова, знающего не понаслышке разные траектории любви, в существовании настоящей, самоотверженной, истинной любви. Более того, он считает, что именно женщина способна в любви на самый высокий героизм, и для нее любовь заключает весь смысл жизни, всю Вселенную, а каждая женщина в глубине своего сердца мечтает о такой любви, единой, всепрощающей, на все готовой, скромной и самоотверженной. Но только женщина? Разве не мечтали и не тосковали об этом лучшие умы и души человечества, поэты, романисты, музыканты, художники? Однако в жизни романтиков всех времен и народов все эти благородные любовные мечтания оборачиваются раз за разом своей прозаичной стороной и имеют трагическую развязку. Тем не менее, похоже, никто не готов даже помыслить о принципиальной невозможности и пустой фантазийности идеи высокой любви, изыскивая в ее оправдание самые разнообразные доводы. Можно, например, сослаться на исторические обстоятельства. Так генерал Аносов с сожалением отмечает, что мужчины измельчали, в 20 лет пресыщенные, с цыплячьими телами и заячьими душами, неспособные к сильным желаниям, к героическим поступкам, к нежности и обожанию перед любовью, и не в состоянии дать женщинам искомой любви. Отсюда, кстати, он выводит неизбежный бунт женщин. Лет через 30 женщины займут в мире неслыханную власть. Они будут попирать нас, мужчин, как презренных, низкопоклонных рабов. Их сумасбродные прихоти и капризы станут для нас мучительными законами. И все от того, что мы целыми поколениями не умели преклоняться и благоговеть перед любовью. Это будет месть.
Забегая вперед, где у нас еще будет вестись речь о феминизме, следует отметить, что пророчество генерала Аносова от 1911 года о женской мести, правда в несколько иных формах, повсеместно осуществляется на практике. Дело зашло так далеко, что в настоящее время среди феминисток уже растет понимание того, что статус и роль женщины сильно изменились при сохранении неизменного положения мужчины. Так что теперь необходимо найти мирные способы восстановления утраченного естественного баланса. Но это все вопросы сглаживания усредненных любовных сюжетов. Для случаев экстремальной любви универсальных спасительных рецептов не предвидится. В автобиографическом романе Федора Федоровича Тютчева «Кто прав?» демон высокой любви склоняет наивного, живущего фантазиями молодого человека к пагубному поступку, который, как ему представляется, освободит любимую им женщину от уз формального брака. Однако он, думая сделать добро, разбил счастье и даже всю жизнь той, которую любил так сильно. Он не понимал простой истины, что прежде всего надо влюбить в себя женщину и тем заставить ее последовать за собой. Показать же ей недостойность того, кого она любит, это только сделать ее несчастной, ничего от этого не выиграв. Этот шаг, связанный с раскрытием тайн ее мужа, влечет за собой цепь трагических последствий. Разочарование в искренности чувств супруга ведет к угасанию собственной любви к нему, а затем к болезни и ранней смерти. В конце романа, понимая, что его запоздалая высокая любовь ушла вместе с женой, и что вся жизнь кончена, впереди ничего нет, герой ищет ответ на вопрос «Кто прав?» и, склоняясь к тому, что мы оба правы, а виновата судьба, роковая сила, не давшая ясного понимания обязанностей и отношений друг к другу, кончает с собой. Как бы ни были трагичны яркие любовные истории, одно можно с уверенностью сказать: мечты о высокой любви будут продолжать будоражить умы многих поколений. И для некоторых из них любовь будет оборачиваться любовной травмой со всеми свойственными посттравматическому стрессовому синдрому переживаниями уцелевшего в любви, одним из которых, к счастью, выступает открывающийся в бездне отчаяния доступ к новым потенциалам собственного развития, принятие которых позволяет говорить о рождении нового человека. В следующей передаче мы переместимся в жаркую зону отношений любви, где радостно бьются сердца, тело становится чутким, как дух, а также бушуют неприкрытые страсти и блуждают в бесконечном поиске люди лунного света. Мы рассмотрим следующие 3 блока вопросов: сексуальные революции, мейнстрим половой жизни, высокие орбиты. Для того, чтобы сегодняшние новые мысли у вас улеглись и не прерывалось движение к цели, которую, надеюсь, вы для себя определили, присоединившись к нашим передачам, в свободное время подумайте над следующими вопросами. Какие манеры в отношениях любви вам близки? Благородство аристократа, изысканность трубадура, прекраснодушие Дон Кихота? В чем могут заключаться причины рокового поединка сердец в отношениях любви? Оправдался ли, на ваш взгляд, прогноз генерала Аносова о женской мести за умаление мечты о высокой любви? Хочу вам пожелать удачи и удовольствия в прохождении наших курсов, а также любви. С вами был психолог Юрий Томин, автор книги «Атлас любви».